Женька! Смотри, что я нашел! Женька! Тяжелый? А вдруг клад? Старинные драгоценности, имеющие огромное научное значение. Вот ахнут, когда я принесу их в исторический музей. О, благодарю тебя, прекрасный и мудрый отрок. Вы из самодеятельности? Я вот из этого! Пизди проклятого сосуда! Что-то вроде не похоже. Сосуд был такой маленький, ну, а вы такой сравнительно большой. Не веришь, презренный? Прости меня, о юный мой спаситель. Я не привык, чтобы мои слова брались под сомнение. Повелением Джирджиса, царя джиннов, я был замурован в этом сосуде, как непокорный и своенравный джин. Джин — это что-то вроде американский напиток. Не напиток я, пытливый отрок, а могущественный и неустрашимый волшебник. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, то есть сын Хаттаба. Штаны совершенно целы. Чудеса. Я такую мелочь даже не считаю чудом. Так, баловство. Прости меня, но я не имею чести знать твоего имени. Меня зовут Волька. Волька? А имя твоего почтенного отца назови мне нежнейшее из его имен, ибо он поистине достоин любви, человек, подаривший миру такого прекраснейшего отпрыска. Его зовут Алексей. А самая нежная Алеша. Алеша. Знаешь же, о драгоценнейший Волька ибн Алеша, что я отныне буду выполнять любое твое приказание, ибо ты спас меня из тысячелетнего заточения, и нет предела моей благодарности. Значит, вы Джин из «1001 ночи». Вот это здорово! Ой, погибаю! Опаздываю на экзамен! Ты не опоздаешь на экзамен, о превосходнейший изволик, и потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих. Боюсь, что не потрясу, Гасан Хаттабыч. По географии я, честно говоря, на 5 не вытяну. По географии? Нет среди джиннов никого более сведущего в географии, чем твой верный слуга. Я буду подсказывать тебе ответы на все вопросы. И пусть только попробуют твои учителя не удостоить тебя высочайших похвал. Эх! Я превращу их в шакалов, покрытых коростой, в отвратительных и мерзких жаб. Здесь, впрочем, до этого дело не дойдет, ибо все будут восхищены твоими ответами. Спасибо, Гасан Хаттабыч. Но мы, пионеры, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся. Уверяю тебя, никто мои подсказки не услышит.
Ну да, у Варвары Степановны такой слух, спасу нет. Если Гасан Абдурахман Ибн Каттаб говорит, что никто не услышит, значит, никто не услышит. То, что я буду тебе подсказывать, пойдет прямо из моих почтительных уст в твои высокочтимые уши. Тебе не придется даже задумываться. И уста твои будут раскрываться сами по себе. Ладно, так и быть. Только вам надо сменить одежду. У нас несколько другая мода. Вот. Оденьтесь, как дедушка. Ага. Вот здорово! А туфли? Мозоли, заботливейший и заботливый. Нет лучшей обуви для старика с мозолями 2000-летней давности. Ну что, Костыльков, ты нам можешь рассказать про Индию? Республика Индия – одно из великих государств Азии. Она расположена на полуострове Индостан. Индия находится почти на самом краю земного диска. Индия находится почти на самом краю земного диска. Диска? Диска. С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни плешивые люди. С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают только одни плешивые люди. Что у тебя, Костыльков, зубы разболелись? Так держи руки как следует. Горит твое звено, Светка. Все показатели? Чему ты радуешься, пилюля? Известно, чужая беда, а пилюля радуется. Ну что ж, Костыльков, ты правильно излагаешь, так сказать, географические взгляды древних. Но ты, конечно, знаешь, что Земля не диск, а шар. Если бы Земля была шаром, Если бы Земля была шаром, то воды стекли бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. воды бы стекли с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. Земля же имеет форму плоского диска, и омывается она со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на 6 слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки. Древней науки. Не древний, а единственно правильный. Не древний, а единственно правильный. Ты, Костыльков, не совсем здоров. Приходи-ка лучше, ну, хотя бы в понедельник. Что ты сказала, о достойнейшая? Что ты сказала, о достойнейшая? Ну, конечно, понял. Иди домой, Костыльков, придешь в понедельник. Варвара Степановна, позвольте выйти. Ты такое напорол? Чуть показатели всего звена не завалил. Заболел, что ли? Ничего я не заболел. Я тебе потом все расскажу. Потом. Если не заболел, то с твоей стороны это форменное хулиганство. Никакое это не хулиганство. Ну это мы еще с тобой потолкуем на совете отряда. Тише, Женечка, тише. А почему мне быть тише? Разве это я на экзамен? Фу, дурак. А дурака и слышу. Женька! Жень! Ух ты! Ну как, прекраснейший из учащихся. Потряс ли ты своими ответами учителей своих и товарищей своих?
А мне было показалось, что эта почтенная женщина осталась недовольна широтой твоих познаний. Что ты, Гасан Хаттабыч? Я превратил бы ее в колоду, на которой мясники разделывают бараньи туши. Если бы не увидел, что она оказала тебе высший почет, проводив тебя до самых дверей класса. Мир с ней. Конечно, мир с ней. Скажи, Уволька, а что это за отрок Женька беседовал с тобой столь дерзко? Да ну его, прорабатывать меня собрался. Ты на меня, пожалуйста, не обижайся, но мне... Понимаю. Никто не увидит меня в твоем жилище. Эй, Стив! Что это за старикашка, с которым ты сейчас разговариваешь? Не старикашка, старик. Это папин знакомый из Ташкента. А я вот как пойду к нему. Так как, расскажи ему про все твои художественные экзамены. Ах, так, далеко идти придется, папа в командировке. А я к твоей маме пойду, я не гордый. Ты не гордый, ты подлый. Ох, давно ты у меня пилюля леща не зарабатывал. Ты это брось, подумаешь, уже пошутить нельзя. Самый настоящий птиц, плешивые люди, плешивые люди. Проклятый отрок! Это ты, Хаттабыч? Это я, с твоего позволения. А ты где? На шкафу, с твоего позволения. Так чего ж ты туда забрался? Чтобы никто не наступил мне на мозоль. Я до сих пор еще не могу прийти в себя. Этот недостойный отрок, Какой отрок? с которым ты разговаривал у входа. А, пилюля! Этот пилюля наступил мне на мозоль. Примерский отрок. Одно слово пилюля. Врун, ябеда. От него весь наш класс стонет. Просто не знаю, что с ним делать. Предоставь это дело мне, о Волька. Ты уже дома? Что, опять перекупался? Мама, идем обедать. Я хочу кушать. Да Прям ну. как волк. Серьезно? Я проголодался, Ну, да. хорошо. Хотя уже все готово, да? Ну, конечно, готов. Ну, идем. Сейчас я... Только смотри, отсюда никуда не выходи. Слушаю и повинуюсь. О, Гога, прозванный пилюлею, заклинаю тебя малым заклятием. А Варвара Степановна ему и говорит: ты что такое чепуху поришь, дурак? Он отвечает: так, с научной точки зрения, вот какой идиот. Вот какой. Что с тобой? Ой, мама, Что с тобой, Гогочка? понимаешь, я хотел сказать, что Волька... Что с тобой, Гогочка? Я слушаю. Алло, я слушаю. Цела, ничего он еще с ней не сделал. Очень неумно. Слушаю. Я Варвара Степановна. А чего это ты зашептал так? Это я не шепчу. Это у нас аппарат немножко испортился. Как твое здоровье? Ну вот и отлично. Вот что, Володя, Женя Богорат куда-то запропастился. Ты его давно видел? Если узнаешь, где он, немедленно позвони, пожалуйста, мне или его родителям. Пожалуйста. До свидания. Хорошо, до свидания, Варвара Степановна.
собираешься в путь, Волька? Да, Женька пропал. А вдруг он утонул? Он собирался после экзамена купаться. Он не утонул. А ты-то откуда знаешь? Мне ли не знать, где он? Ты что-нибудь с ним сделал? Я зашвырнул его далеко-далеко на восток. И я полагаю, что его там продали в рабство. Пусть он теперь сколько угодно грозится тебе, Волька. Ой, что ты наделал? Верни его немедленно, понимаешь? Но ведь он же тебя тогда проработает. Ну и пусть проработает. Скажите на милость, что придумал. Живых людей в рабство отправлять. Верни его немедленно, слышишь? Слушай и повинуй. Сейчас. Еще один миг, Волька. И твой друг будет перед нами. О, горе мне! О, стыд! О, позор! О, бедному Джину! Тысячелетнее безделье губительно отразилось на моих способностях. Я не могу вернуть сюда друга твоего Женьку. Я позабыл, как это делается. Какое мне дело, что ты забыл? Сумел его в рабство отправить. Сумей возвращать. Я же хотел, чтобы тебе было лучше. О, Волька. Есть, пожалуй, одно средство. Какое средство? Можно слетать за другом твоим Женькой на ковре-самолете. Летим! Скорее, летим! Летим. Я давно мечтал покататься на ковре-самолете. Обыкновенно в самолете я уже летал. Тише, катаемся. А как же быть с мамой? Ведь она будет волноваться, если я улечу и ничего не сказав. А если скажу, то она ни за что не пустит. Это не должно тебя беспокоить, о осторожности изволик. Обещаю тебе, никто о тебе ни разу не вспомнит во время нашего отсутствия. Ну да, ты не знаешь моей мамы. А ты не знаешь Хасана Абдурахмана ибн Хаттаба? Вот проклятая боль. Хаттабыч! Я весь твоим услугам, Волька ибн Алеша. Я стараюсь вспомнить, как расколдовать. Тебе что-нибудь угодно? Погибай! Угодно мне! Хаттабыч, А бедный Женька сейчас один. Один.
На чужбине. Ой, на чужбине, на чужбине. Без друзей. Без друзей, без... Томится в непосильном труде. Томится в непосильном труде. Стонет бедняга. Ой, стонет бедняга, стонет, ой, стонет бедняга, стонет, стонет. Ух, замучился. Мальчик, ты хочешь кушать? Ты любишь банан? Спасибо. Спасибо, друзья. Хотябыч, что с тобой, Хотябыч? Ой. Хотябыч, держись, Хотябыч. Давай. Сюда, Хотябыч, ко мне. Я вспомнил, как расколдовать. Сейчас, Войка, одно лишь мгновение его прекраснейший. Вот. Женька! Мулька ты! Фу, сырость какая! Хотябыч, выбирайся наверх! Выше облаков! Послушай, на чем это мы летим? Похоже на ковер-самолет. Это и есть ковер-самолет. Ковров-самолетов не бывает. Бывает. Хотябыч, ну что ж ты там? Ай-яй-яй-яй-яй! Ага! О, горе мне! Промокла моя борода. Подумаешь, горе какое! Ой, плохо нам, Войка! Как шлепнемся мы сейчас об землю! Как останется от нас одно мокрое место! Промокла моя борода, я стал бессилен, как ребенок. Для волшебства требуется только самый сухой волос. Погоди, самое главное не терять спокойствие. На воздушных шарах в таких случаях кидают за борт балласт. Эх, прощайте, индийские бананчики. Да, могло быть хуже. Мы погибли. Мы попали во дворец могущественного владыки. А у меня отсырела борода, и я бессилен. Сейчас появится стража, и на вас рубит головы. О, горе мне! О, Боже! Аллах!
Ай, Аллах. Оно влажное. Волька, кто такой этот старый чудачок? Он что, ненормальный? Говорит про каких-то владык. Этот старичок-волшебник, самый настоящий джин. Брось. И как раз на экзамене он мне сегодня все и напортил. Ну да. Только молчи. Он поклялся погубить учителей, если они провалят меня на экзамене. Скажи, дорогой, это не мое полотенце? Помилуй нас, о могущественный владыка. Пусть уж мне одному отрубит голову, но пощади этих отроков. Хаттабыч, встань и не говори глупостей. Не встану, не встану, покуда этот прекраснейший и великодушнейший султан не обещает сохранить вам жизнь, о юные друзья мои. Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек. Я буровой мастер Джафар Али Мухамедов. Баку знаешь? Биби-бат знаешь? Газеты читаешь? Ну зачем стоишь на коленях? Стыдно и неудобно, дорогой. Одну минуточку, товарищ. Вы на старика не обращайте особенного внимания. Он не совсем. Ну а тут еще мы все промокли, устали. О, вы тоже в горах под дождь попали? Я совсем мокрый пришел, как мышь. Старик простудиться может. Дорогой человек, ты мне очень знакомый. Ты не из Баку будешь? Ты на моего папашу похож. Правда, мой папаша постарше, ему 83-й год. Да будет тебе известно, о державный властитель, что мне уже пошел 3733 год. Конечно, дорогой, конечно, но ты чудно сохранился. Тебе ни за что нельзя дать больше 75. Пойдем, дорогой, покушаем, согреемся, отдохнем. Пойдем, дорогой. У нас, дорогой папаша, все султаны. Кто работает, тот и султан, понимаешь? Пей чай, согревайся. Пей. Я султан. У этих мальчиков родителей тоже султаны. Вон Вася тоже султан. Ты хочешь знать, почему Вася султан? Знатный шахтер, понимаешь? Вася Казанцев новатор. Лучший забойщик бассейна. Да брось ты, ей-богу, Джафар. Ты хочешь сказать, о Джафар Али ибн Мухаммед, что бывают знатные рудокопы? Зачем ты смеешься надо мной? Скоро ты скажешь, что бывают знатные пастухи. Ну да, бывает и даже очень много. Знатные сапожники. Угу. Знатные портные. Знатные сукосы. Ну чего ты смеешься? Подсохнешь, увидишь. Ну, ночевать будете в нашей палате. А ну-ка покажи язык. Вполне нормальный. Пульс нормальный. Сердце превосходно. А желудок как? Желудок нормальный. И давно это он у вас гавкает-то? Со вчерашнего дня. А ну-ка, молодой человек, расскажи, с чего это началось? А просто так. С ничего. Я рассказывал маме про то, как Волька Костыльков... Голька — это наш соседский мальчик. Так себе ребенок. Ну, дальше. Значит, я рассказывал маме про то, как этот дурак Волька... Вот видите, доктор. Это прямо ужас какой-то. А может, у него это нервалгия? Нервалгия. Прописать порошки или пилюли какие. А что, если прочистить ему желудок? Дайте мне, Глафира Кузьмична, срок. Немножко подумать.
просмотреть кое-какую литературу. Редкий, очень редкий случай. Ну, так значит так. Пусть денек-другой отлежится, на улицу не выходить. Понятно. А ну-ка покажи еще раз язык. Редчайший случай. Ну, прямо как палач. Вот видите. Хаттабыч, ты помнишь книжку, которую я читал перед тем, как мы улетели из Москвы? Помню ли я книжку, удостоенную твоего внимания? Ты меня обижаешь, о драгоценнейший. А можно, чтобы она сейчас была здесь? Нет ничего легче. А почему ты не ложишься спать в столь поздний час? Да так, бессонница. Сколь это печально. Бессонница у столь юного отрока. Спит. Драгоценнейший. О, прекраснейший. Светло. Темно. Темно. Ну как твоя борода, Хаттабыч? Еще ночью вышкала, Волька. Слышишь? Сейчас бы на этом самолете в Москву. Хорошо бы. А пижама? Мы увезли с собой санаторную пижаму. Ой, горе мне.
Ну да, опять этому Мухамедову из Баку посылку послали. Ой. Ну да. Никто на нас не обращает внимания, как будто мы с самого аэродрома летим. Могучий старик, он все может. Это море сделал мой дядя. Море? Море. Дядя? Дядя. Ты хочешь сказать, что ты племянник Аллаха? Мой дядя командир шагающего экскаватора. Никитин Иван Петрович. Он сейчас Куйбышевское море копает. Ух ты, благословенный. Я тебе так верил, Волька. А ты мне так бессовестно говоришь неправду. Волька говорит правду. У него даже дома есть газета с портретом его дяди. Прилетим, покажу. Сколь быстра и удобна эта воздушная колесница. Вот только шумит немножко. Ничего не поделаешь. Это гудение реактивных двигателей. Ничего не поделаешь? Хаттабыч дергал волосов. Хаттабыч, ты зачем дергал волосов? Я только хотел вот драгоценности изучающихся 200. Короче. Я только хотел у Волька... Еще короче. Я только хотел, чтобы совсем не гудело. Достаточно не коротко я сейчас выражаюсь о драгоценности. Вот балда. А? Немедленно, чтобы все было как раньше. Иначе мы все погибнем. Размерили. Объяснение потом. Еще 3 секунды, и мы расшибемся в лепешку. Пусть все будет как раньше. Скажи мне, о, Волька, что означает слово «балда»? Понимаешь? Ну, это вроде как мудрец. Эх, мне бы сейчас по телефону. Зачем же дело стало, о, Волька? Очередь. А где же щель? Ни щели, ни малейшей трещинки. Все сделано на совесть из цельного куска драгоценнейшего мрамора. И внутри тоже мрамор? Конечно, я никогда не скуплюсь для своих друзей. Пошли, Женя, вопрос ясен. Эх, ты конструктор. Значит, там внутри ничего и нет. А разве там внутри что-нибудь должно быть? Пошли, пошли, Хаттабыч, не будем срамиться перед людьми. Ой, вы знаете, я сейчас... Ну, скорее, скорее, сходите. Побыстрее. Не досадуй на меня, о справедливый Волька. Хочешь, я подарю тебе самолет? Из целого куска мрамора. Валов запрягать такой самолет. А ты вместо того, чтобы укорять своего преданного слугу, лучше взял и объяснил, как он устроен. Этого так просто не объяснишь. Для этого нужно пройти много разных наук. А ты ведь даже еще читать не умеешь. Так научи ж меня всем этим наукам. Ой, юный балда. Как ты сказал? Кто это балда? Конечно же ты, ибо ты не по годам мудр. Знаешь что, Хаттабыч, не называй меня больше балдой. Ценю твою скромность, о, Волька. Так скажи же, научишь ли ты меня этим наукам, дающим человеку такую волшебную силу над вещами? Я еще сам не все знаю. Так объясни мне то, что ты уже знаешь. Только чтобы аккуратно готовить уроки. Да-да-да-да. По рукам. А? Женька, иди, тебя мама ищет. Бегу. Волька, я сейчас.
Вот теперь я знаю, что подарить тебе у Волька. Какой еще подарок? Смотри, Волька. Вот Ух ты! Вот это да! это прекраснейший из дворцов халифа Гарун аль-Рашида. А что в нем сейчас помещается? Пока ничего. Он твой, Волька. Мой? Пусть никто не увидит ни дворца, ни нас. И пусть они ничего об этом не помнят. Ясно, ясно, определились. Смотри, Волька. Дворец этот принадлежит спасителю джиннов, непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из ныряльщиков и пловцов, царственному юному пионеру Вольке ибн Алёше. Да славится во веки веков имя его счастливых родителей. Прямо скажем, маловато самокритики. Но не в этом дело. Надо вывеску сменить. Усеять ее бриллиантами. Надо написать: этот дворец принадлежит Рано. Какому такому Рано? Все равно какому. Лучше всего нашему, Краснопресненскому. Я не знаю, кто такой Рано. Допускаю, что он достойный человек. Ну, разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет, это сделал не Рано, а ты, о прекраснейший из Волек. Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец. Ну пойми, Не хочу понимать. Или тебе, или никому. ну согласись сам. На что он мне сдался, этот дворец? Что я, клуб, санаторий? Учреждение какое-нибудь? Значит, ты не согласен, о кристалл моей души? Не согласен. Эх! Эх! Ну, а это тоже отдать твоему Рано, о богатейший из учащихся средних школ. Кто богатейший? Я? Смотри, Волька, все это твое. Что все? И слоны, и верблюды, и лошади, и ослы, и все, чем заполнены эти мешки, эти люди, состоящие при грузах и животных, все это твое. Женька, иди сюда! Ой, Волька, да тут целый зоопарк. Что это такое? Женечка, миленький, ты только не пугайся. Я рабовладелец, ты с ума сошел? Еще и слоновладелец, и верблюдовладелец. И еще мне принадлежат какие-то богатства. А что в этих мешках?
драгоценнейший из товаров, о, Женя. Вообще. Перец, корица, имбирь, ваниль. Вообще. Тогда понятно. Что понятно? Понятно, почему все чихают. Наверное, какой-нибудь мешок с перцем прохудился. Все мы его нюхаем и чихаем. Пусть прохудившийся мешок снова станет целым. И пусть в нем соберется рассыпавшийся товар. Пряности – это уже не дворец. Пряности могут принадлежать или клубу, или санаторию. Пряности во всяком хозяйстве нужны. Наконец-то я угадал, что может сделать тебя богатым и счастливым. Ну зачем мне столько перца и ваниль? Грамм по 100, пожалуй, я бы взял. И Женька тоже. Ну, а остальное нужно раздать населению. Так не раздать, а продать. У тебя будут деньги. Много денег. А деньги – это слава. Деньги – это сколько угодно друзей. Ну, рассуди сам, Хаттабыч. Кому нужна слава и друзья за деньги? Нет, уж лучше смерть, чем стать спекулянтом. Ага, конечно, лучше смерть. Женька, дай померить. Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над людьми. А зачем нам власть? Что мы, какие-нибудь цари или капиталисты? Значит, отдать этому? Как его? Твоему Рано? Нет, Рано здесь ни при чем. Такие товары правильнее всего отдать гастроному. Как, Женька? Ага. Раз продовольственные товары, значит, гастроному или бакалее. Нет! Нет! Слышишь? Нет, нет и еще раз нет! Ни Рано, ни гастроному, ни какому другому твоему знакомому я эти богатства не отдам. Так и знай! О, благословенный! А рабов на волю. Ну, это само собой. А животных в зоопарк. Все. Все. Это все твоя Варвара Степановна. Это она научила тебя не принимать моих даров. Это и так не пройдет. Тише, я ее сейчас. Хаттабыч, знаешь что? Пойдем в цирк, сделай нам большое одолжение. Пойдем в цирк. Мы так мечтаем попасть в цирк. Ты один нам можешь помочь. Ты такой всемогущий. Цирк — это что-нибудь вроде санатория? Это в 1000 раз. В миллион раз интересней. Ну, Хаттабыч. Ну, миленький. А как же все это? Ну, пусть это станет невидимым. Один верблюдик бы нам пригодился. Правильно. Давай поедем в цирк на верблюде. Попрошу поближе к тротуару, граждане. Надо соблюдать. Прошу, прошу. Товарищ милиционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста, ведь в первый же раз. Все говорят в первый раз. Надо соблюдать. Фамилия. Фамилия ваша? Костыльков. Ничего. Сейчас он заговорит с ним так, как должен говорить благородный спаситель цидов. Как ты смеешь, о презренный страж? Как ты смеешь, о презренный страж, задерживать меня в драгоценный час своей прогулки? Наконец мы услышали речь, полную мужества и достоинства. Я самый выдающийся отрок этого города. Я самый выдающийся отрок этого города. Ладно, молодой человек. В отделении разберутся, причем тут окорок. Надо соблюдать. Товарищ
Товарищи миленькие, вы меня не слушаете. Разве это я говорю? Это вот он меня заставляет говорить. Трепещите и не выводите меня из себя, Трепещите же и не выводите меня из себя. ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой. Ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой, то есть его бородой. Граждане, у ребенка же сильный жар. Ребенок ведь прямо дымится. Я страшен в гневе. Граждане, попрошу разойтись. Что же вы дымящегося мальчика не видели, что ли? Хаттабыч, пусть их бьют исчезнет, а мы окажемся в цирке. И пусть все позабудут об этом происшествии. Ну, я побежал, займусь географией, а ты оставайся с Хаттабычем. Нам всем надо уходить. Здесь ВС. Здесь ВС. Хаттабыч, пойдем в город. Здесь сегодня так неинтересно. Пойдем, а? Что вы, о, юные мои друзья, мне никогда еще не было так интересно, как в этом дивном шатре. Уходите, я вернусь к вам, лишь только закончится представление. Что ты? Мы с тобой ни за что не расстанемся. Ни за что. Вот добрые мои друзья. Гасан Хаттабыч, нужно каждую свободную минуту использовать для учебы. Сейчас мы будем изучать азбуку вот по этой программе. С радостью и удовольствием, Женя. Вот это буква А. Понятно? Понятно, Женя. Да какая это буква? Это буква А, Женя. Правильно. Разыщи мне здесь во всех строчках букву А. Эскимо, пожалуйста. Пожалуйста, эскимо. Эскимо не потребуется. Хаттабыч, попробуй. Это очень вкусно. Это вкуснее самого дивного шербета. Даже при дворе царя Сулеймана ибн Дауда я не едал такой роскоши. Куда же ты спешишь, о прелестная дева? С лицом, подобным отрезку луны. Я беру все. А за подносом я зайду потом. Чудеса, иллюзионной техники. Хаттабыч, у тебя замечательные способности. А ты думал, это брат такой талантливый джин, каких свет не видал? Трупа прыгунов. О, юные мои учителя, я программу прочел всю. Иллюзионист Афанасий Сидоревич.
Чем вызваны у Волька эти шумные рукоплескания? Разве ты не видишь? Ведь из совершенно пустого ящика. Не удерживайте меня тут, друзья мои! Довольно! Что это такое? Туда нельзя, пошел! Туда нельзя! Вас обманывают! Вас обманывают! Это никакие не чудеса! Это обыкновенная ловкость рук! Разве это чудеса? А вы говорите? Хаттабыч, что с тобой? На тебе лица нет. Ну как? Это вам не сидарили, а? Какие были рукоплескания, а? А вот от тебя, о Волька, я ни разу не слышал рукоплесканий. А ты можешь вернуть всех обратно в цирк? Ага. Ну да, это даже ему не под силу. Я, знаете, какая штука? Я из управления госцирков. Я вас очень прошу пройти со мной в кабинет к директору. Мы предлагаем вам турне по Советскому Союзу. Согласны на все условия. Разве вы не видите? Он заболел. У него сильный жар. Сейчас я предоставлю вам машину. Старик здорово объелся мороженым. Через час начала матча. До футбола. Надо старика лечить. Хаттабыч, дорогой, что ты? Ну что, очень хороший старик. Прямо замечательно. Ведь он же не виноват. Он все время хочет, чтобы было лучше. Если бы он знал, сколько он нам забот доставляет. Ага. Вот чего-то взъелся на Варвару Степановну. Она правда строгая, но справедливая. Справедливая. Его бы только перевоспитать, старика нашего. Ага. Воспитание у него, правда, не важное. А человек он хороший, душевный. Слушай, Женя, а вдруг он умрет? Надо его обязательно спасти. Вылечить. Отцы мои, благородные,
юные друзья. Закрой глаза, Хаттабыч, и постарайся уснуть. Тебе нужен покой. Больному человеку требуется покой. Больному человеку требуется, а больному джину не обязательно. Если больного джина пожалели, он от этого сразу выздоравливает. Неужели вам это неизвестно? Из ваших научных книг. Вот, я уже вполне здоров. А? Бери Хаттабыч и отправляйся на футбол. Ну, а я, наконец, займусь географией. Ладно. Хаттабыч, поедем на футбол. Сегодня решающий матч между командами Шайба и Зубила. Ага. А что означает слово «мать»? Это самое интересное, что есть на свете. Интереснее цирка. Во всяком случае, не меньше. Поедем, а? А Волька? Ну, я потом, может быть, приеду. Ага. Поедем. Одну минуточку, о, Женя. Подожди меня внизу. Хорошо. Лаешь? Лаю. Спасу нет. А что? Это я наказал тебя за то, что ты не друг своим товарищам. Признаю свои ошибки. Признаю свои ошибки. Ты помни, каждый раз, когда ты соберешься говорить о ком-нибудь гадости, ябедничать или сплетничать, из твоих уст будет вылетать только мерзкий собачий лай. Не говори гадости, и ты не будешь лаять. Понял? Ой, понял, понял. Теперь ты забудешь о том, что я был здесь. Но о своем обещании будешь помнить всю жизнь. Нажимает Зубила! Ой, набьют же они Шайбе! Но это еще как сказать. О, видал? Набьют, не так-то это просто. Неужели этим молодым людям придется все время бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мячик? А? Хаттабыч, твоя работа? Моя, ну Света, тихо. Я полагаю, что каждому будет приятно вдоволь наиграться собственным мячом. Чепуха какая! Да пойми ты, чудак-человек! Сущность футбола заключается в том, чтобы... Понял, понял. Значит, я лишил шайбовцев верного гола. Ну да? Сколь увлекательна эта игра. Спрашиваешь. И почтенный Волька тоже любитель футбола. Еще какой? Но сегодня у него срочная работа. Нет такой работы, которую я с радостью не проделал бы за нашего доброго друга Вольку.
Приветствую тебя здесь, на стадионе, о прекраснейший из учащихся. Ты себе представить не можешь, Волька, как я виноват перед шайбовцем. Я лишил верного гола. Позорно мои седины. Потапыч, миленький, раздвинь, пожалуйста, ворота шайбы, когда зубиловцы будут бить поворотом. А какая от этого будет польза шайбе? Шайбе не надо, от этого зубилу будет польза. Слушай, Егорушка, что я тебе скажу? Ты, конечно, будешь смеяться. Ну, мои ворота подыгрывают шайбовцам. Что? Понимаешь, верхняя планка приподнялась и пропустила мяч. Температуру Да мерял? брось ты! Конечно, никто не поверит. Ну теперь-то ты видел? Кажется, видел. Так ведь никто ж не поверит. Засмеют. Ты все перепутал. Я тебя просил подыграть зубиловцам. Я ничего не перепутал. О стадион моего сердца. Что это значит? Ты же ведь знаешь, что мы с Женей болеем за зубила. А ты что, за шайбу? Увы, это так. Гол! Мама! Несу! 12-0! Логочка, несу. Ой! Сумасшедший. Ой, мама! Какое коварство! Смотри, какую чудную команду ты позоришь. Зубиловцы — растущая команда. Хорошо начала сезон команда Зубило. Интересно. Хорошо. Потом дочитаем. Как хочешь, выбирай, я или шайба. Но ведь ты сам болельщик, вратарь моего сердца. Выбирай. Я смиренно жду твоих приказаний. Пусть все поймут, что зубиловцы не виноваты в своем поражении. И пусть все забудут об этом дурацком матче. Слушаю и повинуюсь. Внимание! Иду добро, что вся команда Зубила
внезапно заболела корью, судейская коллегия признала необходимым отменить матч Зубила-Шайба впредь до выздоровления команды Зубила. Счет первой половины игры признан недействительным. До свидания, товарищи. Все время я стараюсь, о, Волька, доставить тебе радость, а доставляю только огорчение и неприятности. Я подвел тебя на экзамене. Не отрицай, не отрицай. Ничего подобного, что ты? Нет, подвел, я знаю. И потом... Хаттабыч, знаешь что? Давай поговорим как мужчина с мужчиной. Я весь внимание, о, Волька. Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла встали. Джин, ты, конечно, в высшей степени могущественный, но в современной жизни ты разбираешься хуже младенца. Понятно? Увы, понятно. Так вот, если ты хочешь совершить чудо, так посоветуйся с людьми. Я буду советоваться с тобой, о, Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке, тогда Женя. Клянешься? Честная пионерская. Здравствуйте! Настя, знаете, какая штука? Наконец-то я вас нашел. Я вас очень прошу, немедленно отправить со мной в цирк для переговоров. А то, знаете, какая штука? Мне директор голову оторвет за вас. Пусть только попробует оторвать голову такому достойному человеку, как ты. Соглашайся, Хаттабыч. Для цирка ты незаменимый человек. Слушаю и повинуюсь, о, Волька. Очень хорошо. Только вот что, как бы только работа в цирке не отразилась на моей учебе. Ничего, учиться будешь без отрыва от производства. Правильно, молодой человек. Вот она какая штука. Пошли. Артист Гасан Абдурахман ибн Атаб. Вот драгоценнейший.
возраст. Укажите число исполнившихся лет и месяцев. 3732 года и 5 месяцев. А сирота пишется через «и», а не через «ы». Гасан Хаттабыч, распишитесь, пожалуйста. Завтра в 4:30 состоится производственное совещание подсекции иллюзионистов и факиров. Никак не могу, о почтеннейший. Ежедневно от 4 до 6 я прохожу под руководством моих юных друзей курс средней школы. Особенные успехи я начал делать по географии. Премудрый учитель мой, Войко Ибн Алеша, вчера сдал экзамен по географии на отлично. Молодцы, ребята! Ой, Хаттабыч, нам уже пора начинать занятия. Да, уже 4 часа. Сейчас. Одну минуточку, о строгие мои учителя. Я не смею больше задерживать наших высокочтимых зрителей. Я должен с ними проститься. До свидания, дорогие мои друзья. Мы с вами увидим еще много чудес, добрых и прекрасных.